намного богаче королевы. В тронном зале играла музыка, само звучание которой наполняло величавой силой. Золотые канделябры отбрасывали причудливые тени на бесконечные стены, украшенные гобеленами с геральдическими единорогами. Королева Марина, облаченная в платье цвета утренней зари, медленно поднималась по ступеням к трону. Приглашенные на коронацию гости в большинстве своем были типичны для праздного и знакомого каждому дорогому модельеру общества. Лимузины гостей тянулись далеко по дороге, охраняемые личными водителями и мускулистыми парнями в темных или зеркальных очках даже друг от друга. «Прекрасная и единственная», — нараспев произнес церемониймейстер, и его голос эхом отразился от сводчатого потолка. «Хотя есть много лучших претенденток на корону, лишь ты, о великая, достойна править нами». Он был великолепным представителем мужского пола потрясающей, но немного каменной красоты. Поэтому она с самой лучезарной улыбкой ойкнула, когда он неловко и слишком резко опустил корону на ее голову. Марина улыбнулась, услышав о других желающих, но пока не получивших ее корону. Слегка склонила голову, чтобы посмотреть на человека, который последний раз держал ее за руку невероятно давно, целый час назад. В первом ряду стоял Андрей, ее верный рыцарь, и его глаза светились такой неподдельной любовью, что у коронованной особо защемило сердце. Он смотрел на нее так, даже когда знал, что никто больше не признает ее настоящей королевой. И только она чувствовала его, как будто именно он сумел сделать, что все моря текут только для нее, их маленькой луны. Толпа придворных колыхалась, как будто птицы, замедляющие свой полет. Дамы в роскошных платьях, кавалеры в расшитых золотом камзолах, все они склонялись в глубоком поклоне, ради этикета меняя хищный вид на голубиный. Среди них выделялся высокий худощавый мужчина в строгом костюме, совсем не похожий на окружавших его Павел, неудачливый адвокат, тут при Марининой власти ставший министром без портфеля. У него был кабинет, секретари, мандаты, награды, звания, но ровно никакого министерства и обязанностей. 11 секунд нашей надежды жить своим трудом. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, расскажите о канале друзьям, подмагните монеткой номер карты под видео и в информации о канале. Да здравствует королева! Возгласы наполнили зал, когда корона коснулась ее головы. Марина почувствовала, как по телу пробежала дрожь восторга. В момент этой коронации она действительно почувствовала себя королевой, властительницей сердец и судеб. Или устроители развлечений добавили чего-то уникального и технического в 25-е кадры трансляции шоу по стенам или частоты саксофонов. Даже самая любимая личная гостья бабушка Арина радовалась празднику, забыв о старческих недугах. Как же умеют сейчас делать веселье, что она совсем не проявляет плохой памяти, которая по приговору врачей у нее считалась уже неисцелимой. Годами она почти не могла вспомнить, какой сейчас год и день, когда идти в нужное место, но во время церемонии ни разу не воспользовалась помощью слуги и не выделялась из толпы странными манерами. Бал продолжался до глубокой ночи. Вино лилось рекой, музыканты играли без устали, а придворные танцевали так, словно это был последний день их жизни. Марина кружилась в вальсе с Андреем, и ей казалось, что она парит над землей. «Ты самая красивая королева на свете», — шептал он ей на ухо. «И не важно, что думают другие». Хор девушек в белом пел о том, что есть более достойные и красивые, чем Марина, но королева она. Почему-то эти слова очень ранили бабушку Арину, и любимица-властительница подошла к дирижеру со слезами, пытаясь заставить сменить песню. Зачем говорить, что есть кто-то лучше, ведь это неделикатно, особенно на празднике. Но они, к ее ужасу, продолжали про ее несуществующий богатый ковер и признание, которое будет не у каждого, но повторяли припев о лучших, чем Марина, расписывая их достоинства. Адвокат-министр Павел присоединился к возмущению Арины и махал руками, отражаясь в бесчисленных зеркалах с серебряными рамами. Внезапно музыка стала тише, звуки начали искажаться, и роскошный зал поплыл перед глазами. Марина почувствовала легкое головокружение, а потом...
11 секунд нашей надежды жить своим трудом. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, подмагните монеткой номер карты под видео и в информации о канале. Да пребудет с вами удача! Марина, Андрей, Павел и бабушка Арина оказались в нищенски обставленном кабинете виртуальной реальности фирмы «Латиноамериканские цветы» по сниженным тарифам. Самые бросовые и нищенские цены были сокрушительными для Андрея, но для своего сокровища, Марины, он устроил праздник, на котором побывали и их соседи по квартире, такие же бедняки, снимающие скромную комнату без ремонта. Им не устроили зрелище, которое было бы прекрасным до конца. Кто мог не заметить, что последние песни «Сладкого сна» так и были предназначены для того, чтобы желающие почувствовать себя элитой помнили свое место. Почему миллионеры не могут не испортить удовольствие, если даже только в мыслях кто-то претендует на их место? Со сдержанной яростью Павел, видя, что Андрей за ним наблюдает, потребовал живого служащего для работы с претензиями. Автомат четко ответил ему, что может записать, очередь подойдет месяца через 2. Кто они такие, чтобы высказываться о делах богатой процветающей компании? Копеечный билет не дает права выбирать и мешать производить товар, ценный для общества. А вершители судеб очень трепетно относятся к желанию низших занять их место. Получи за деньги сон и удовольствие, но помни свое место. Марина почувствовала, как слезы наворачиваются на глаза. Она посмотрела на этих людей, своих родных, свою настоящую семью. На мужа, который готов был отдать последнее, чтобы подарить ей сказку. На старенькую соседку, заменившую им бабушку. На соседа друга, который никогда не брал с бедных денег за юридические консультации. Они вернулись домой. Обшарпанная комната. Старые шкафы, поношенная одежда в коробках. Через открытую форточку доносился шум вечернего города. Где-то вдалеке играла музыка, лаяли собаки, гудели машины. В их квартире пахло свежим чаем, пирожками и немного пылью от старых книг. Эта бабушка Арина решила порадовать свою королеву настоящим честным угощением. «Знаете», — сказала Марина, нарезая капусту для салата, — «никакой виртуальный дворец не сравнится с этим. Здесь все настоящее, и любовь, и забота, и доброта». Они сидели допоздна, пили чай, рассказывали истории и смеялись. Баба Зина вспоминала свою молодость, Павел Сергеевич травил байки из юридической практики, а Андрей держал Марину за руку и смотрел на нее так, словно она была настоящей королевой. А за окном расцветала весна, обещая новые надежды и мечты, которые обязательно сбудутся. Потому что, когда рядом есть такие люди, даже самая маленькая комната в коммуналке может стать настоящим дворцом. Дворцом, где правит любовь, верность и доброта. А как от души порадоваться людям в мире, где в каждом виртуальном развлечении законом запрещено доставлять удовольствие от богатства тем, кто на самом деле его не имеет? Павел Сергеевич сидел в своей комнатушке и привычно для юриста пересчитывал все, что случилось. Законное и незаконное. Действия фирмы-производителя развлечений он нашел в целом правильными. Виртуальный дворец и коронация ему показались достаточно дополненными дегтем. Короной нищенку ударили, обидные песни пели, друзей обидели, богатую жизнь она вспоминает даже со слезами. Контраст с нищей реальной жизнью выдержан удачно. Богатеть после таких удовольствий не хочется. Нищету клиента полюбили. На место олигархов зариться в ближайшее время не захотят. Он нажал на кнопку окончания контракта и ввел собственную цифровую подпись следящего за виртуальными развлечениями. Марина и Андрей почувствовали, что маленькая коммунальная грязная комната стала растворяться. Они возвращались в обыденное сознание. Потом сняли шлемы для виртуальных развлечений и на этот раз оказались действительно в своем доме. Купленная в кредит крохотная двушка. Если заводить одного ребенка, ее хватит, но дети все-таки это билет в нищету. Несмотря на то, что супругам предложили прекрасную работу, помощниками устроителей развлечений, концерты, встречи, менеджмент по билетам в залы, хлопоты по приему и реклама, придется заниматься всем понемножку в уже сложившейся новой команде.
Именно поэтому пришлось проходить тест с виртуальными развлечениями, которые отбивают охоту конкурировать с работодателями. Команда не должна грабить босса. А как этого добиться? Современный мир предлагает миллионы способов. Один из них – прививать в виртуальной реальности отвращение к сверхобеспеченной жизни. Работник должен погасить в своей душе всяческие желания скакать по лестнице к богатству и власти. Дать ему возможность почувствовать себя королем. Да он после этого предаст хозяев. Поэтому каждому работнику, который имеет доступ к бизнес-тайнам хозяина, прививается нежелание иметь его положение, деньги, почести. Они обязаны проходить виртуальное промывание мозгов под контролем опытных проверяющих, которых тот же контроль не позволяет считать конченными садистами и даже мелкими врагами. Добрый юрист и участник их приключений, не больше. Да, кто работает на богатых, обязан проходить обработку. Да, само воздействие тестируется, выявляя возможности для заказчиков. То есть, важно, что там с богатыми и властными, а не с теми, кого они прессуют. Какое дело до них тем ученым, которых тоже обработали? Так что многие из самых виртуально подкованных потом уходят жить в трущобы и совершенно счастливы. Привыкли подбадриваться нищетой, вот и нашли себе что-то ценное. Освободив рабочие места рядом с богачами для юных, цветущих, здоровых, которые никогда не станут конкурентами своему хозяину. Так что, простой человек, если хочешь сделать карьеру, не стремись быть намного богаче королевы. Не стремись быть успешнее члена правящего класса. Виртуальные хозяева тут же обнаружат твои тайные цели и сделают тебя желающим нищеты. Желающим бедности. Находящим удовольствие от жизни только на самой нижней ступени социальной лестницы. Если вы хотите все знать о превратностях жизни в далеком будущем, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, расскажите о нас друзьям. Да пребудет с вами сила благородная и дающаяся в руки удача.